Ежедневно караул индийского гарнизона видел одного и того же посетителя большого тигра. Хищник, рыча, ходил на некотором расстоянии от ворот, словно дразня солдат. Грозный тигр был опасен сам по себе, но нельзя же убивать животных просто так. Командир гарнизона Виджай Сингх не знал, какое решение принять. С одной стороны, тигр не предпринимал никаких попыток напасть, но с другой нельзя было подвергать людей опасности. В гарнизоне было немало солдат, выросших в отдаленных деревнях. В тех местностях не понаслышке знают о повадках тигра. Сержант Кумар Сарасват до сих пор помнит, как его в раннем детстве едва отбили от собиравшегося напасть тигра. Мальчику повезло, что зверь был небольшим, а мужчины из деревни оказались рядом. Теперь Кумар не раз намекал командиру. Нужно действовать первыми. Тигр может либо напасть в неожиданный момент, либо пробраться в гарнизон. Командир Сингх понимал, медлить нельзя. Но даже посоветоваться ни с кем, по всем окрестностям не было никого из знающих людей, одни только враждебно настроенные к таким хищникам, ведь они могли причинить немало проблем. Как-то после очередного доклада Сарасвата Сингх взял свежий выпуск местной газеты. Среди прочих новостей на глаза попалась заметка о молодом, но уже заявившем о себе зоологе Бхарате Суниле. Тот приехал в соседний городок, чтобы начать преподавательскую деятельность. Вот тот, кто нужен, решил командир, хлопнув по столу. Зоолог Бхарат Сунил очень удивился, услышав просьбу приехать в гарнизон. Он знал, что рассказывали солдаты, заезжающие в город, о тигре, которого называли между собой Абхай, что означает «бесстрашный». Но Бхарат не думал, что ему придется заниматься этим делом непосредственно. Его опыт, по большей части, состоял из одних научных работ и конференций. За плечами молодого ученого было мало встреч с дикими животными, что уж говорить про тигров в естественной среде обитания. Бхарат приехал в этот город, чтобы заниматься просвещением, но никак не отпугиванием тигров или чего еще хотели военные. Тем не менее зоолог поехал. От этого дела зависела его репутация. В любом случае, вздохнув, решил Сунил, мое слово будет иметь вес. Что-нибудь да придумаю. Легко сказать, труднее сделать. По приезду в гарнизон Бхарат Сунил сам зашел в тупик. Зоолог стал наблюдать за тигром. Солдаты, пользуясь моментом, рассказывали ему все известные случаи встречи людей и тигров. Он, со своей стороны, тоже немало мог интересного рассказать. Но гораздо интереснее было поведение тигра. Тот каждый день ходил взад-вперед вдоль ворот, не приближаясь сильно. Уже одно это было необычным. Как только зверь замечал, что за ним наблюдают, то начинал приближаться к кустам. Но не сразу убегал, а отходил постепенно. «Странно ходят», — пробормотал Бхарат Сунил. Он вдруг замолчал, не договорив. Казалось, промелькнула какая-то мысль, и он пытается поймать ее. Тут зоолог улыбнулся, вскочил и побежал в штаб. «Есть идея!» – закричал зоолог, едва вбежав в кабинет командира. С утра гарнизон был взбудоражен. Командир Виджай Сингх пустил клич созвать добровольцев для преследования тигра. Рядовой Камил, давно в мечтах видевший себя обладателем шкуры, уже искал, с кем заключить пари. Его резко осадили. Убить тигра не цель. Наблюдая за сборами, Кумар Сарасват недовольно говорил. Что этот юнец ученый надумал? Пытаться идти за тигром опасно. Как бы сами в когтях не оказались. Тем не менее Кумар тоже вызвался. Странное братья собралась выслеживать тигра. Здесь были те, кто хотел раскрыть тайну тигра, уж таким странным казалось его поведение. Были желающие отогнать зверя подальше. И уж никак было не обойтись без тех, кто все-таки надеялся вернуться с тигриной шкурой. Ближе к вечеру все собрались в ожидании тигра. Вскоре он появился, но не успев немного походить, сразу юркнул в кусты, лишь увидев толпу людей. Преследователи поспешили за ним, держась на расстоянии. Прогулки по джунглям в этот период года были малоприятны. Удушающая влажность спирала горло, отовсюду лезли насекомые. Но люди продолжали играть в кошки-мышки. Правда, в роди мышки была сама кошка. Большая, полосатая, опасная. Тигр не убегал. Он словно знал, что за ним идут, и так должно быть. Но с наступлением темноты преследование прекратилось. Тигра невозможно было заметить. Не оставалось ничего другого, как остановиться на ночлег. Солдаты разбили лагерь, поочередно сменяя друг друга в ночном дежурстве. Когда взошло солнце, озадаченные люди окружили зоолога. Со всех сторон сыпалось возмущение. Тигра нет. Он заманил нас на свою территорию. Мы не видим хищника, а он теперь легко может выбрать жертву, подытожил Кумар Сарасват. Становиться тигриной жертвой во второй раз в жизни ему не хотелось. Зоолог Бхарат Сунил старался успокоить всех как мог. Да, перед нами нет тигра, но остались следы. Я смогу пойти по ним и другим признакам, указывающим, что здесь прошел он. Многие с недоверием смотрели на него. Они не видели в Бхарате не то что охотника, но даже и следопыта. А некоторые так и вообще думали, что зоолог видел животных только на иллюстрациях в учебнике.
Кто хочет, пойдемте со мной дальше. Остальные можете вернуться в гарнизон. После этого Бхарат Сунил развернулся и стал пробираться в чащобу по одному ему понятным следам. Не оглядываясь, он знал, что все равно за ним кто-нибудь последует. Сержант Кумар Сарасват и рядовой Камил в том числе. Через некоторое время группа людей пробралась через заросли и услышала сильный шум. Перед всеми открылась полноводная река. В сезон дождей все местные реки выходили из берегов и представляли собой бурлящий поток, в котором крутилось все, что попадало в реку. Бхарат Сунил остановился на берегу. Следы обрывались и терялись. Видимо, тигр как-то переплыл на тот берег, но для людей этот путь представлял опасность. Вместе с зоологом приуныли все. «Абхай!» — вдруг закричал Камил. Все посмотрели туда, куда он указывал. Чуть выше по течению, на фоне серых камней отчетливо вырисовывалась мощная фигура тигра. Люди сделали несколько шагов по направлению к нему, но Абхай пошел дальше и остановился на некотором расстоянии. Сержант Сарасват предупредил зоолога, что опасно так преследовать зверя. Но Бхарат не отступал. Он настойчиво шел за тигром. Солдаты шли за ним. Бурление воды, шум выскальзывающих из-под ног камней, все смешалось в один гул. Не сразу сержант Сарасват заметил, что нечто в этом гуле кажется странным. Он остановился и увидел, что зоолог Сунил тоже к чему прислушивается. Почти в один миг до них дошло, что так смущало писк. Они обернулись и увидели, что солдаты сгрудились возле нагромождения валунов. Когда зоолог подошел, рядовой Камил уже откатывал один из валунов. Перед всеми открылось что-то вроде ямы или глубокой ниши, образованной камнями. Бхарат осветил ее, и свет фонаря четырехкратно отразился в глазах. Перед ними были двое тигрят. Солдаты разгребли остальные валуны и вытащили из пещерки тигрят. «Да наш Абхай, оказывается, Абхая», — пошутил кто-то. Видимо, тигрица оставила детенышей в пещерке на время охоты, но вода подмыла камни и завалила вход. Достать малышей мать не смогла, поэтому пробралась к лагерю военных. Она появлялась не потому, что была голодной или хотела напасть. Заботливая тигрица привлекала внимание людей, прося так их о помощи. Достав тигрят, солдаты оставили их и отошли на некоторое расстояние. Тигрица сразу бросилась к детенышам и стала их облизывать. Воссоединение семейства растрогало даже крепких мужчин, ведь каждому близкие и понятны чувства к матери или к детям. Люди вернулись в гарнизон. Зоолог Сунил был рад такому опыту, Камил нисколько не жалел о проигранном паре, а сержант Сарават навсегда избавился от неприязни к тиграм. Но главное, животные были спасены. Абхая больше не появлялась возле лагеря. А это значило, что с тиграми все в порядке. Вот так, даже такие грозные хищники все понимают и могут обратиться за помощью к людям. К сожалению, далеко не все люди могут понять большую кошку, тем более дикую. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.